Всем привет! Сегодня у нас будет луковый пирог, и на самом деле приготовить его очень-очень просто. Сейчас я расскажу как. Начинать мы будем с теста. Для теста нам необходимо порядка 400 граммов муки. Муку можно солить, можно не солить, поскольку начинка у нас будет соленоватая. Мы будем туда добавлять плавленые сырки, поэтому здесь по вашему вкусу. Я не солю тесто. Также в тесто нам понадобится 1 чайная ложка соды, которую необходимо погасить уксусом, 200 граммов мерзлого масла и 6 столовых ложек сметаны. Сначала необходимо погасить соду уксусом. У меня уксус домашний яблочный. Напишите, если вам интересно, я вам дам рецепт. Тоже рецепт очень простой, никакой абсолютно заморочки с яблочным уксусом на самом деле нет. Итак, мы гасим соду уксусом. Масло необходимо натереть на терке. Муку обязательно нужно перемешать вместе с маслом и только потом добавлять сметану. Я кладу сметану 20% жирности. Тесто у нас должно получиться очень крутым. Ну что ж, наше тесто практически готово. Теперь мы его прячем. Тем обязательно, чтобы было оно слишком уж гладкое. Теперь мы его прячем в холодильник минимум на 2 часа, можно больше. Заворачиваем в пленку и в холодильник. Пока наше тесто отдыхает в холодильнике, мы приступаем к следующему этапу. Важному луку, потому что пирог у нас луковый, нам понадобится 6 большущих луковиц или 12 маленьких. Это приблизительно около 700 граммов лука. У меня лук средний, я его буду нарезать полукольцами. Если лук у вас будет большого размера, то можно разрезать его на 4 части вдоль и поперек. Его необходимо прожарить на сковороде на растительном масле до золотистой корочки. Не пережарить, иначе он даст горечь. Наш лук уже практически готов, можно дать ему остыть, а в то время как он будет остывать, вы можете выпить чашечку кофе, передохнуть сами или посмотреть еще видео на моем канале, которые будут вверху в подсказочках. Также не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, если вам понравилась моя кухня. 4 плавленых сырка натираем на крупную терку. Мелко нарезаем зелень. Я рекомендую зелень укропа или петрушки. Приправы лучше не добавлять, они перебивают пикантный и нежный сливочный вкус нашего пирога. Но если у вас нет свежей зелени, можно добавить сухой укроп или сухую петрушку. Тогда его нужно будет очень много. Поэтому лучше все-таки класть свежий укроп и свежую петрушку. 4 крупных или 5 маленьких яиц необходимо взбить венчиком. Сюда же добавляем плавленый сыр.
Даже если сыр мягкий, все равно в яйце он очень хорошо разводится, не склеивается. Зелень и наш остывший лук. По желанию можно добавить молотый перец. Ну и моя любимая часть готовки, которая называется «Кушать подано». Друзья, здесь есть один нюанс, который нужно учитывать. Этот пирог подается только в холодном виде. Но поскольку все сейчас устроили скандал и говорят, что все, ждать мы больше не можем и не будем, мне придется резать, потому что аромат действительно просто сногсшибательный, несмотря на то, что это лук. Луком не пахнет и близко. В общем, я пробую резать, посмотрим, что получилось внутри, но он должен остыть полностью. Тогда он застывает, и внутри получается совсем такой, ну, как пирог, да, не жидкий. Сейчас он наверняка будет жидкий. Ну что, рискнем? Нет, уже подстыл и довольно-таки плохо. Сейчас я вам покажу, что получилось у нас. Вот такой он внутри, очень хорошей плотной консистенции и замечательно режется. Но когда он подстывает, он даже не рассыпается. Но ждать уже никто не может, поэтому уж простите. Вот такой замечательный пирог с таким ароматом, действительно божественный, просто божественный. Поэтому готовьте, вы не пожалеете. Луком здесь не пахнет. Здесь пахнет чем-то таким невероятно сытным и невероятно аппетитным. Ну что ж, кушайте, приятного аппетита и пока-пока!